Трамп или Байден? У кого больше шансов выиграть предстоящие выборы? Или есть еще какие-то весомые фигуры, которые могут побороться за место в Белом доме? Сегодня я разберу с вами все основные отличия в политике всех кандидатов, кому и кто больше симпатизирует, а в конце отвечу на главный вопрос: кто, скорее всего, выиграет, если расклад не поменяется? Дональд Трамп. И начну с бывшего президента США и самого яркого кандидата на текущих выборах – Дональда Трампа, дважды подвергавшийся импичменту и обвиненный во вмешательстве в смену власти в 2020 году. Он, несмотря на множество уголовных обвинений, все еще имеет неплохой шанс вернуться в Белый дом. И я скажу вам, очень и очень неплохой шанс, уж поверьте мне. На фоне обвинений и критики его возможность участвовать в выборах до сих пор остается под вопросом. Но Трамп продолжает лидировать среди республиканских кандидатов, опережая их почти на 40%. Что демонстрирует его невероятно крепкие позиции, хотя казалось, что он потерял влияние на фоне скандалов. Трамп отвергает обвинения в свой адрес, считая их политически мотивированными. Его недавний успех в Айове, где он одержал заметную победу, еще больше приблизил его к выдвижению от республиканской партии, особенно после того, как Рон Де-Сантис, губернатор Флориды, отказался от дальнейшей борьбы, оставив в соперниках лишь Никки Хейли, бывшего посла США в ООН. Но про нее расскажу чуть дальше. А пока вот основные причины, которые могут привести Трампа к победе над действующим демократом Джо Байденом в ноябрьских выборах 2024 года. Недовольные избиратели. И первая причина – недовольство действиями текущей власти. И я искренне понимаю этих людей. Администрация Байдена заявляет об улучшении экономической ситуации. Уровень безработицы упал до почти рекордно низких – 3,7% с 6,3%, которые были при Трампе. А инфляция уменьшилась с максимальных 9% в июне 2022 года до 3,4% к декабрю. Однако мнения общественности расходятся. Многие, включая представителей меньшинств и молодежь, замечают, что зарплаты не успевают за ростом стоимости основных товаров и услуг, таких как продукты, автомобили, жилье, а также уход за детьми и пожилыми людьми. Для американцев вопрос экономики тесно связан с доступностью жилья, а не только с официальными экономическими показателями. А тут все печально. Опросы показывают, что большинство избирателей считают республиканскую партию более компетентной в вопросах управления экономикой, несмотря на то, что Трамп предложил лишь общие контуры своей экономической программы. Трамп пугает. Кроме того, на мой скромный взгляд, Трамп искусно играет со страхами людей. Избирателей беспокоят вопросы, выходящие за рамки экономических проблем. Трамп обращается к опасениям, которые ощущают многие белые американцы в связи с увеличивающимся культурным и этническим разнообразием страны. Он говорит о чувстве, что традиционные аспекты американской мечты, такие как владение домом, достойная оплата труда, соответствующая инфляции, и доступ к высшему образованию, становятся все более недостижимыми для обычных людей. Общественность также обеспокоена ростом преступности и напряженностью из-за мигрантов, нелегально пересекающих границу с Мексикой. Трамп ловко использует эти страхи, продолжая позиционировать себя как внешнего по отношению к устоявшейся политической системе США. Его кампания строится на том, что он может решить эти проблемы и дать своим избирателям чувство защищенности. Для многих людей это гораздо важнее, чем какая-то экономическая статистика. Жертва. Несмотря на критику со стороны некоторых членов его собственной партии, демократов и СМИ, которые сомневаются в его пригодности к должности, множество избирателей с таким мнением не согласны. Многие сторонники Трампа видят в нем жертву политически мотивированных нападок. Согласно опросу Рейтер, проведенному ранее в этом году, по крайней мере половина республиканцев заявила, что готова поддержать его на выборах даже в случае обвинения в совершении преступлений, вменяемых ему. Трамп может также напомнить о своих 4 годах у власти, подчеркивая, что государственная машина функционировала, хотя иногда и с суматохой, несмотря на опасения о его неспособности управлять страной.
Кроме того, самые серьезные обвинения, такие как предполагаемый сговор с Россией, так и не нашли подтверждения, а политика текущей администрации загоняет весь мир под угрозу Третьей мировой войны. Шансы Байдена. Ладно, с Трампом разобрались, но что из себя представляет нынешний президент? И тут все очень неоднозначно. Когда Джо Байден вступил в должность в январе 2021 года, многие видели в нем президента на время. Его задача была залечить раны страны после 4 бурных лет правления Дональда Трампа и не пытаться стать трансформационной фигурой, а затем передать управление достойному преемнику. К 2024 году вопросы о достоинствах и недостатках первого срока Байдена вызывают дебаты. Но решение Байдена баллотироваться на второй срок стало камнем преткновения для демократов. Опросы, собранные политическим сайтом США 538, показывают невысокий рейтинг одобрения Байдена – менее 40%. Бывший президент Трамп – неизбежный кандидат от республиканцев, который уже обеспечил себе участие в общенациональных выборах победами на праймерис в Айове и Нью-Гэмпшире, вырвался вперед в противостоянии с Байденом почти в каждом штате разменной монете. Ох уж эти предвыборные гонки. Кстати, о гонках. Если вы будете гонять на дорогах, то можете попасть в ДТП. А что делать, если вы попали в ДТП в Америке? У вас же нет миллиардов долларов и отряда адвокатов, к которым можно обратиться за помощью. Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на $21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Он может сняться с выборов? Но если все так плохо, то может ли Байден снять свою кандидатуру и дать путь какому-то более перспективному кандидату от демократов? Или уже поздно? Технически нет. Байден может по любой причине заявить, что больше не стремится ко второму сроку. Если бы он сделал это до марта, у других демократов все еще было бы немного времени, чтобы попасть в бюллетени многих праймерис. Хотя сроки подачи заявок в более чем 30 штатах, что составляет примерно 2/3 делегатов, уже истекли. Если бы это не произошло к тому времени, его преемник определился бы в ходе напряженной борьбы на конвенте партии, запланированном на конец августа. Если бы Демократическая партия не изменила правила, делегаты, обязанные голосовать за Байдена, пришли бы на конвент без обязательств и таким образом вели бы лобби и в конечном итоге голосовали бы за замену. Однако на практике шансы Байдена на изменение курса сейчас кажутся невелики. Две основные причины продолжать кампанию не изменились с апреля прошлого года, когда Байден объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Во-первых, Байден – единственный кандидат, который доказал, что может победить Трампа. Во-вторых, нет очевидного наследника. Реальная причина, почему Байден баллотируется. Байден ясно дал понять, что его решение баллотироваться связано с участием в выборах Трампа. Говоря прямо, он баллотируется, поэтому и я должен. Несмотря на то, что он утверждает, что не он один способен победить Трампа, Байден чувствует свое преимущество, ведь он уже доказал, что может это сделать. Но сможет ли он это повторить? Вот в чем мой главный вопрос. Есть причины, по которым Байден получил номинацию от демократов в 2020 году. Его происхождение из рабочего класса, отклик у умеренных избирателей и способность представить себя как наиболее избираемого демократа привели его к неожиданной победе на предварительных выборах. На общенациональных выборах доверие демократов к нему оправдалось. Байден выиграл ключевые штаты разменной монеты, включая Мичиган, Висконсин, Аризону и Пенсильванию, которые в 2016 году отдали предпочтение Трампу перед Хиллари Клинтон. В отличие от обычных выборов, 2024 год, скорее всего, будет похож на референдум по Трампу, чем на выборы действующего президента. Многие видели в нынешнем вице-президенте Камиле Харрис естественного преемника Байдена, но сейчас таких мало. Если рейтинги Байдена вызывают разочарование, то у Харрис они катастрофически низкие. Другие известные кандидаты 2020 года, такие как министр транспорта Пит Бутидж или сенатор
сенатор от Миннесоты Эми Клобучар могли бы заменить Байдена, но они проиграли ему в 2020 году и не смогли объединить умеренных и прогрессивных демократов, поэтому у них нет шансов и сейчас. Миграционная политика. Отдельно мне хотелось бы сравнить обоих кандидатов в рамках главного камня преткновения – текущей политической повестки. Бывший президент США Трамп проводил жесткую иммиграционную политику, нацеленную на сокращение нелегальной миграции. Он установил ограничения для беженцев, ужесточил правила семейной миграции, ограничил возможности для детей нелегальных мигрантов, сократил доступность рабочих виз и грин-карт и даже пытался отменить визовую лотерею. В результате легальная миграция упала на 49%, и многие иностранцы потеряли шанс на получение американского гражданства. В отличие от Трампа, президент Байден выбрал путь смягчения иммиграционных правил, стремясь привлечь квалифицированных специалистов в различные сферы американского бизнеса. Он внедрил нововведения, такие как ежегодная корректировка лимита рабочих виз в зависимости от экономических потребностей и запросов местного бизнеса, а также предложил специальные условия для обладателей ученых степеней и стартаперов. Байден также ввел запрет на депортационные тюрьмы и планирует увеличить квоту на рабочие визы H-1B. Несмотря на эти изменения, вопрос об упрощении процесса иммиграции в США остается открытым, поскольку многие из реформ Байдена первоначально нацелены на нелегальных иммигрантов, уже находящихся в стране. Для радикального изменения ситуации с иммиграционными визами потребуется значительная поддержка Конгресса. Байден критиковал иммиграционную политику Трампа, назвав ее национальным позором, и заявил, что его задача – исправить ошибки предыдущей администрации, а не заниматься законотворчеством. Правда, не все штаты согласны с подобным утверждением. Техас, например, уже схватился за оружие, чтобы как-то сдержать поток мигрантов. Дин Филлипс. Но есть ли какая-то альтернатива Трампу и Байдену? Есть. По кандидату от демократов и республиканцев. Сейчас расскажу подробней. Первый – Дин Филлипс, известен как успешный бизнесмен и внимательный политик, но его первая попытка стать президентом оказалась неудачной. Филлипс – миллионер и член Конгресса от Миннесоты. Любит вспоминать моменты с детства, когда в 11 лет он смотрел хоккейный матч Олимпиады в Лейк-Плэсиде между США и СССР, который позже назовут «чудом на льду». Этот матч, в котором американцы победили, стал для него уроком о том, что можно достигнуть любой цели, невзирая на трудности. Поэтому решил попытать удачу вновь. Сейчас, бросая вызов действующему президенту, Филлипс уверен, что именно он может представлять демократическую партию на выборах, хотя его шансы кажутся весьма скромными. Его жизнь полна успехов в бизнесе, что резко контрастирует с провальной предвыборной кампанией. Дин часто сравнивается с отцом, капитаном армии США, который погиб во Вьетнаме. После смерти отца Дина воспитывал его отчим, глава крупной алкогольной компании, который дал ему все возможности для успешного будущего. В школе Филлипса вдохновил лектор, бывший конгрессмен, что повлияло на его политические убеждения. В политику Филлипс пришел неожиданно под влиянием выборов 2016 года и реакции своей дочери на их результаты. Он успешно выдвинул свою кандидатуру в Конгресс от традиционно республиканского округа, ставя акцент на критике политической системы и готовности к диалогу с республиканцами. Однако его решение баллотироваться в президенты, несмотря на полную поддержку политики Байдена, вызвало удивление. Филлипс сосредоточил кампанию на возрасте Байдена и стиле управления, в то время как его собственные политические позиции оставались неоднозначными, особенно после того, как он выразил готовность изменить свои взгляды, если кто-то решит оплатить его предвыборную кампанию. Никки Хейли. Вы спросите, а кто может заменить Трампа от республиканцев? Бывший представитель США при ООН Никки Хейли. Она весьма неожиданно вступила в президентскую гонку 2024 года.
Хейли объявила о своем участии в выборах, подчеркнув намерение предложить новый подход в политике США и обозначив критику по адресу действующего президента Джо Байдена и вашингтонского истеблишмента. Хейли заявила о необходимости смены поколения лидеров и указала на намерение противостоять Китаю, России и Ирану, а также выразила недовольство прошлыми неудачами республиканской партии на президентских выборах. Ники Хейли, родившаяся в семье иммигрантов-сикхов из Индии, гордится своим происхождением и имеет внушительный политический опыт, включая должность губернатора Южной Каролины. Она стала первой женщиной индийского происхождения, занявшей такие высокие посты в американской политике. Во время своего губернаторства Хейли столкнулась с серьезными вызовами, такими как стрельба в церкви в Чарльстоне и убийство афроамериканца полицейским, что привлекло к ней внимание национальных СМИ и массовые волнения в обществе. Но девушка справилась с достоинством. Отношения между Хейли и Трампом были неоднозначными, особенно после ее критики его поведения после выборов 2020 года и беспорядков в Капитолии. Несмотря на предыдущие заявления о нежелании баллотироваться против Трампа, Хейли решила вступить в гонку, на что Трамп отреагировал положительно, заявив, что рад ее решению следовать зову сердца. Перспективы. Какова вероятность на успех у нее? Перспективы Ники Хейли обойти Дональда Трампа в борьбе за кандидатуру от республиканской партии пока выглядят неясно. С ее поддержкой менее 10% среди республиканцев. Несмотря на это, Хейли активно включается в борьбу, подчеркивая свою молодость и необходимость нового поколения лидеров, предлагая обязательные тесты на умственную компетентность для политиков старше 75 лет. Это напрямую касается как Трампа, так и Байдена, с их возрастом 78 и 82 года соответственно к моменту возможного вступления в должность. Хейли заявила о своей жесткой позиции в отношении Китая, России и Ирана, а также о поддержке Израиля и Украины. Она критикует действия Байдена в российско-украинском кризисе и выступает за поддержание открытых связей с Россией, несмотря на обвинения во вмешательстве России в американские выборы. Хейли позиционирует себя как ястреба республиканской партии, в отличие от Трампа, который призывает избегать эскалации в международных отношениях. Трамп предупреждает о риске Третьей мировой войны и критикует текущую администрацию за ведение внешней политики, считая, что она может привести к глобальному конфликту. На текущий момент Трамп имеет большой уровень поддержки и одобрения в обществе, чем любой из кандидатов. Но из-за обвинений против него и нависшей угрозой в виде суда, эти выборы могут закончиться очень неожиданно. Так что подписывайтесь на канал, я постараюсь дать вам объективную информацию, если что-то резко изменится. Спасибо за просмотр.